Безумие в матче Челси-Манчестер Сити. Новая цель мадридского Реала. Перестановка в Наполе. Повышение Пакета. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Президент Наполи Аурелио де Лаурентис принял решение уволить главного тренера клуба Руди Гарсию, сообщает La Gazzetta dello Sport. В воскресенье неаполитанская команда проиграла на своем поле Эмполи со счетом 0-1. Как отмечает издание, по окончании встречи де Лаурентис не пообщался с тренером и вызвал менеджеров клуба на встречу, на которой должно решиться, кто возглавит команду. В качестве потенциальных кандидатов называются имена Антонио Конте, Фабио Канаваро, Игора Тудора и Вальтера Мацари. Наполи занимает 4-е место в таблице серии А, на 8 очков отставая от лидирующего Ювентуса. Манчестер Сити сохраняет интерес к полузащитнику Вест Хэма. Горожане по-прежнему интересуются 26-летним хавбеком Лукасом Пакета. Сити хотел подписать бразильца еще летом, но тогда трансфер сорвался. Игрока подозревали в нарушении регламента о ставках. Манчестер Сити планирует сделать предложение о трансфере Пакета зимой, если футболист будет оправдан. Отмечается, что Пеп Гвардиола видит в Лукасе игрока, который способен заменить Кевина Де Брюйна в долгосрочной перспективе. Кильян Мбаппе заявил, что не намерен обсуждать свою летнюю трансферную сагу. В июне форвард сообщил ПСЖ, что не намерен продлевать контракт с клубом и может покинуть его бесплатно летом 24-го. Клуб в ответ не взял Мбаппе в турне по Азии. Игрок, некоторое время не тренировавшийся с основой, пропустил первую игру сезона, но затем вернулся в состав. Его будущее на данный момент по-прежнему остается неопределенным. При этом сообщалось, что Кильян договорился с парижанами, что не уйдет бесплатно. Он может продлить контракт на несколько лет. Самое главное — играть в футбол. Остальное вы делаете хорошо. Я не хочу об этом говорить и подливать масло в огонь. «Я думаю, что разговоров и так уже слишком много», — сказал 24-летний Мбаппе. Ранее появилась информация о том, что Реал не подпишет Мбаппе летом 24-го. Клуб отказался от него из-за финансовых запросов, возраста и решения форварда остаться в ПСЖ в 22-м. Спортивный директор Баварии Кристоф Фройнд ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Фулхэма Жоау Палиньи. Конечно, он все еще у нас на радаре. Клуб интенсивно работал над Палиньей летом. Но мы пока не можем сказать, что произойдет. Мы изучаем весь рынок, приводят слова Фройнда Спортбилд. В нынешнем сезоне 28-летний футболист появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров и стал автором 2 забитых мячей. Трудовое соглашение португальца с Фулхэмом рассчитано до 2028-го. Реал сохраняет интерес к Эрлингу Холланду. По информации АС, мадридский клуб не планирует вести переговоров о возможных трансферах до финальной части сезона. Тем не менее, Реал следит за несколькими футболистами. Норвежский нападающий входит в их список. Отмечается, что агент Холланда Рафаэла Пимента посетила матч Реала против Браги в Лиге Чемпионов, хотя на поле не было игроков, которые имеют контракт с ее агентством. Отношения руководства Реала с Мино Райолой были не самыми лучшими, но при Пименте ситуация нормализовалась. В контракте Холланда с Ман-Сити указан пункт об отступных в размере 200 миллионов евро. Он вступит в силу следующим летом. Манчестер Сити интересуется Рисом Джеймсом. По информации журналиста The Independent Мигеля Делейни, горожане рассматривают вариант с трансфером защитника на замену Кайлу Уокеру. Рис Джеймс уже давно был намечен в качестве его замены, и чемпионы Европы очевидно способны предложить такому игроку близкие перспективы в плане борьбы за титулы. Этот вариант даже рассматривался в ходе нескольких трансферных окон, поскольку Уокер постоянно задумывался о своем будущем.
Проблема в том, что он один из тех игроков, которые просто продолжают становиться лучше. Джеймс, в свою очередь, все еще испытывает регулярные проблемы с травмами, написал Делейни. Контракт Джеймса с Челси рассчитан до 2028 года. Вчера состоялся матч 12-го тура АПЛ, в котором встречались лондонский Челси и Манчестер Сити. Команды играли на стадионе Стэмфорд-Бридж. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Матч завершился в ничью 4-4. На 25-й минуте в ворота Челси был назначен пенальти. Эрлинг Холланд реализовал 11-метровый удар, открыв счет и выведя гостей вперед. На 29-й минуте счет сравнял 39-летний защитник Челси Тьяго Силва. Спустя 9 минут уже лондонский клуб повел в счете, отличился полузащитник Рахим Стерлинг. А в самом конце первого тайма на 46-й минуте защитник Манчестер Сити Мануэль Аканджи сравнял счет. Почти сразу после возобновления игры Эрлинг Холланд забил свой второй мяч и вывел горожан вперед. На 67-й минуте форвард Челси Николас Джексон сделал счет 3-3. На 86-й минуте Родриго Эрнандес забил четвертый гол Сити. А на 95-й минуте лондонцы получили право пробить пенальти, который уверенно реализовал Кол Палмер. После этой игры в активе подопечных Хосепа Гвардиолы стало 28 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. Челси же в свою очередь идет на 10-м месте с 16 очками. Испанский специалист Марселино стал приоритетным вариантом для Вильяреала на должность главного тренера, сообщает Коуп. 10 ноября клуб уволил испанского тренера Пачету, и теперь Марселино стал приоритетным вариантом на должность, которая стала свободной. Вильяреал сможет подписать контракт с испанским тренером, если выполнит его несколько требований. Контракт на 2,5 года с зарплатой 7 миллионов евро в год, приобретение защитника и полузащитника, а также привлечение 5 доверенных людей Марселино в его техперсонал. Ранее Марселино уже работал в команде с 13 по 16 год. Джим Рэдклифф хочет заманить в Манчестер Юнайтед спортивного директора Кристал Пэлас Дуги Фридмана. В данный момент Рэдклифф находится на пороге приобретения 25% акций Юнайтед. Также сэр Джим займется инфраструктурой Красных Дьяволов и возглавит футбольные операции клуба с Олд Траффорд. И хотя будущее главного тренера Юнайтед Эрика Тен Хага находится в безопасности, Рэдклифф собирается произвести перестановки на ключевых должностях в клубе. По информации Daily Mail, Рэдклифф и его правая рука сэр Дэвид Брейлсфорд хотят привлечь в свой проект 49-летнего Фридмана.